Привет всем! Короче, сижу я, придумываю идею для видео, и тут вижу, что некий Тайм, Соум, Сим, Таймброу, допустим, выдвинул теорию, что рыцарь может быть каждый. Я начинаю слушать его речь и понимаю, насколько этот человек не разбирается в том, о чем говорит. Чем-то напоминает меня, хотя нет. Причем? Серьезно, как на это должен реагировать человек, чей интеллект немного выше? Ну, допустим. И кстати, мне кажется, что комментаторы, которые тоже писали свои догадки, стоит немного поправить и расставить все точки над «и», чтобы прояснить суть этой теории. Начнем с того бреда, что Тоби Фокс любит удивлять. Мол, это единственная опора всей теории. Тут в целом правда, Тоби Фокс любит удивлять. Но я не припоминаю, чтобы Тоби Фокс когда-либо делал что-то настолько абсурдное, что с логической точки зрения это просто не могло произойти. Например, теория, что Джо Кингстон является рыцарем. У него даже нету рук, а броня на рыцаре — это очевидно. Элемент, который без рук невозможно управлять. Как он вообще может носить доспехи и сражаться? А что насчет аргументов, что когда мы побеждаем черного рыцаря и ломаем часть его оружия, катана остается цел? Вопрос. А с чего вы взяли, что у катаны должна быть своя броня? Это же какой-то сюр. Логичнее предположить, что оружие просто сделано похожей форме, чтобы было удобно им управлять. К тому же, осколок, который остается наполненным магией, это вполне объясняет, почему он не ломается полностью. Взвесив все эти аргументы, я могу точно сказать, Дес или же Декабрь не является рыцарем. Да, Дес пропал давно, но тогда с чего бы именно сейчас ей начинать свой план по захвату? Почему она должна ждать именно нас? Не как персонажа, а как игрока. Это просто не имеет смысла. Плюс, по диалогам в игре можно понять, что Дес очень любила свою сестру и никогда бы ее не предала и не поставила под угрозу. Максимум, как это можно провернуть, это то, что Душа и Ральзей являются антагонистами, а Черный Рыцарь, наоборот, антагонистом, который пытается спасти этот мир от нас. Но если честно, я не хочу раздавать эту тему, она звучит уж слишком безумно. Итак, мы уже поняли, что Дес не может быть рыцарем. Остается только те, у кого есть рога, потому что броня, очевидно, должна защищать все тело, от головы до ног. В противном случае, рыцаря можно было бы убить через уязвимые места, такие как рога. Итак, кто у нас остается? Ноэль и Рудольф. Ноэль физически не может быть рыцарем. Она еще ребенок, и у нее буквально едет крыша, если мы даже просто попытаемся с ее помощью убить Берли. При этом она еще не знала, что такое темный мир. Что касается Рудольфа, тут информации очень мало. Вы можете сказать, ну, он же болен. Как он может быть рыцарем? Но кто вам сказал, что сила кристалла не могла ему помочь подняться? В игре даже есть моменты, когда медсестра отсутствует в своем рабочем месте. И мы знаем, что Рудольф имеет возможность выходить из своей палаты. Так что подведем итоги. Кэрол наиболее вероятный кандидат на роль рыцаря, особенно учитывая, что она знает о существовании игрока и о душе в нем. Рудольф и Дес возможны, но вероятно очень низко. Ноэль и остальные жители города вряд ли могут быть рыцарем. Ну а на этом все. Не забывайте про мои социальные сети, подписывайтесь, ставьте лайки. Если хотите поддержать меня и помочь моему обучению, в описании есть ссылка на Boosty и Donation Alert. Всем пока и до новых встреч, еще увидимся.